Когда мы слушаем, смотрите, что происходит. Когда мы слушаем, мы получаем пищу для бхакти, большую пищу для бхакти. Но не думайте, что в это время Аханкара не получает пищи. Ведь сорняк тоже получает полив, когда мы поливаем культуру. И также таким образом растет и Аханкара. Что имеется в виду растет? Она становится более утонченной, изысканной. Культивируется Аханкара. Поэтому мы видим, что преданным тоже может быть присуща гордыня тонкая, учености, не знаю, престижа духовного. Все это есть, потому что полив питает и анартхи, семена анартх. Да, бывает, что семечко может пролежать 100 лет в сухом месте. Но как только получает полив, прорастает, тем не менее. Эти семена анарт могут у нас там находиться, мы даже не знаем о них, потому что они еще не проросшие. Мы даже не знаем. Кажется, я ничего не хочу, я отречен уже. Но мы начинаем поливать, и появляются эти желания. Прорастают эти желания. Поэтому иногда преданный говорит: я, кажется, стал хуже вообще, чем был раньше. Раньше таких желаний не было у меня. Это полив питает также анархии. Поэтому Господь Чайтанья говорит, эти сорняки, которые будут прорастать, нужно выдергивать. Работайте с ними. Мы сами хотели обрели эти желания материальные. Мы выбрали их. Теперь мы должны от них отказаться. Мы должны обратный процесс включить. Если мы хотим к Кришне вернуться на самом деле. Майя нас будет проверять. Ты хочешь к Кришне? А это что у тебя в сердце? Что ты с ней будешь делать? Ты пойдешь к Кришне, и ты будешь жить с этой анартхой. Реши ты. Мне нужно решить. Как ты сказала, анартхи могут давать мне прибежище. Это мое материальное желание. Поэтому я могу быть нерешительным. Я могу практиковать 20 лет и быть нерешительным в предании. Думать, может быть, она сама завянет, эта анартха. Может быть, кто-то вырвет, гуру придет, вырвет этот сорняк за меня. Я не решаюсь. Очень нравится. Красивый. То есть есть же привязанность определенная. Поэтому Господь Чайтанья говорит, нужна решимость. Как? Как только появляется, нужно вырвать. Потому что когда даст уже какие-то всходы, уже придет форма, говорится, вы можете привязаться к этой культуре. Как культуру воспитывать. Один преданный поклонялся Туласи в Ташкенте, старый преданный, рассказывал эту историю. Но Туласи тогда никто вообще не видел, не знал, что такое Туласи. Ему дали какое-то семечко, сказали, что Туласи. Это было не Туласи. Какой-то сорняк просто был. Он посадил в горшок, это семечко поливал, пел вокруг по утрам. Яни, Кани, Ча, Папани, Брамахати, Дигани, Ча. Кланялся, все как надо, Хари Кришна повторял. Там землю удобрял, служил. И вылез, росток. Он так обрадовался, Боже мой, Туласи. И усилил духовную практику. Он почти не видел никогда. И преданный показал, говорит, у меня Туласи дома растет. Все говорят, да, Туласи, можно прийти, посмотреть, киртан спеть для Туласи. Конечно, можно. Все пришли, стали петь, и кто-то говорит, мне кажется, это точно Туласи? Это авторитетно, конечно, Туласи. Кто-то дал ему это семечко. И преданные поют, и сомневаются все. Туласи, не Туласи, может быть Туласи, может не Туласи. Никогда никто не видел Туласи. Кто-то вроде что-то видел на какой-то фотографии, говорит, не совсем похоже. Говорит, это другой вид Туласи просто. То есть не так-то просто было это, разобраться в этом. И как говорится, по плодам узнается дерево. Это сахаджия, вылез, созрел. И какой-то стручок такой пошел, потом лопнул и такой пух вообще. Скажи, Туласи так не цветет. И там они несколько месяцев поклонялись этому сорняку.
И вот обычно, когда мы культивируем анартху, поскольку кто его знает, может быть, что-то ценное в этом есть, знаете, лучше не выбрасывать, лучше сохранить, верно? Сарайчик завести, там, полочки, мало ли что понадобится. Вот. Но когда вот этот пух пойдет, мы говорим, ну и все, выбросить надо его. То есть, когда плод появляется какой-то странный, мы говорим, нет, не хочу. Тогда я говорю, я не хочу. Но разумный человек сразу это сделает, потому что он слушает, воспевает, он должен знать, должен отличать. Именно для этого мы слушаем и воспеваем, чтобы отличать в себе, внутри себя отличать эти вещи. Без сожаления, если вы чувствуете, что что-то вы делаете, и изначально толчок получили от жадности, вырвите эту вещь. Не продолжайте этот дух вообще. В надежде, что это превратится в бхакти, в туласи. Это анартха. Она не превратится в бхакти. Она даст плохой плод, она просто принесет неприятности. Здесь требуются какие-то наши усилия, поэтому говорится, если хорошая практика, внимательное воспевание, слушание, преданный сможет это сделать, все может осуществить этот ход за деревом бхакти. Если недостаточно шраванам, киртанам, он может запутаться, не решаться и прочее, труднее. Но что тут сложного? Господь Чайтанья дал очень простые формулы, ясные, садовник. Выращивать дерево, все очень ясно. Если будете копаться в анартхах, можете достичь такого как психологического совершенства, распознавать все эти тонкости дьявола внутри себя. Но какой в этом толк? В анализе этих всех вещей глубоком. Нужно просто вырвать, говорится. В Гите говорится, что это дерево материальное существование, но как баньян, невозможно понять, откуда растет и где распространяется. Все настолько запутанные корни. Что нужно сделать? Взять топор отречения и срубить его. Вот таким путем. Поэтому слишком в анализ не погружайтесь. Нужно удалить это изнутри себя. Только не спрашивайте как. Есть разум. Есть желание. Нужно найти способ. Главное анарты, если говорить обо всех анартах, суммировать их. Их множество может вырасти разнообразных этих сорняков. Видимо-невидимо. Но главное, питающее все эти, все другие анарты, это вожделение. О котором Кришна говорит. Он только об этой анарте, собственно, говорит. Как враг же души называют. Далее он упоминает три вещи. Ворота в ад, вожделение, гнев и жадность. Три получается. Но они исходят все из одного. Это кама. Вот и все. Вот мы с этим работаем. Тут сразу не ясно. Тут все ясно. И кама, она имеет тоже разнообразие. Вот мы изучаем. Изучив это разнообразие камы и выдернув сорняки, мы видим, что бхакти имеет разнообразие на самом деле. Кама подражает, копирует. Она не имеет. Она паразитирует. Она своей жизненной силы не имеет как таковой. Она эксплуатирует жизнь души. Есть такие растения, которые паразитируют на телах других растений. У них жизненный сок берут оттуда. И когда мы таким образом работаем и освобождаемся все больше и больше от камы, мы чувствуем здоровье, духовное облегчение. И вкус появляется к воспеванию, к слушанию, то есть попадаем в духовную среду. Это хорошо, как будто болезнь уходит. Если все суммировать, то несчастным человека делает только кама. Больше никто. Но она говорит, что ты счастлив будешь, посмотри, какая любовь, какие желания, какие чувства ты испытываешь. Но это уже несчастье. Как только ум возбудился, и человек начинает грезить о счастье, уже несчастье наступило с ним. Но иллюзия говорит, он верит в счастье, не мешайте ему, цените, уважать. Да, уважать нужно, верно, но должны распознать иллюзию сами. Вопрос знания. Уважение, безусловно, всегда. Неважно, глуп или умен человек, мы уважаем, потому что это живое существо.
Но Кришна говорит в Бхагавадгите, кама – это враг души, всепожирающий. Все разрушит до основания. То есть все очень ясно в Бхагавадгите, ясно все изложено, не усложняйте ничего.